Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня я вам предлагаю пополнить нашу коллекцию с вами еще одним прекрасным очарованием, вот такой пандой. Назвала я его «Панда-фей». Конечно, смешно звучит, но мне так нравится. Надеюсь, и вам тоже это название понравится. Итак, давайте вспомним, каких мы уже зверей пошили. Котофей, лисофей, мишка-фей и кролефей. Сегодня мы с вами сошьем панда-фея. Кому интересно собрать такую коллекцию, добро пожаловать на мой новый мастер-класс. Итак, друзья, что же нам понадобится для создания панды? Выкройка, которую вы найдете внизу под видео, молочный флис и кусочек флизелина. Мы будем флис укреплять флизелином. А также вам понадобится шерсть для валяния, молочная и черная. Обязательно вам понадобится иголка для валяния, подушечка для валяния. Это любая мочалка может быть. А также нам нужна будет ткань, из которой мы сошьем крылышки и сердечко. А также нам понадобится один маленький бантик для украшения. Вот такая подвесочка. И хорошее настроение. Еще раз хочу напомнить, что мы все игрушки шьем по одной выкройке. Основная выкройка — это у нас котофей. Пожалуйста, внизу под видео будет обязательно ссылка на этот мастер-класс. Как шьем крылышки, сердечко. Ну, тело мы будем в этот раз шить еще раз в этом мастер-классе. Вы можете просмотреть на том мастер-классе. Переходите по ссылочке, она будет внизу под видео. А также нам понадобятся 2 полубусины для глаз и маленький пластмассовый носик. Теперь мы эту пандочку отправляем отдыхать и приступаем к творческому процессу. Итак, приступим. Кусочек флиса молочного цвета мы укрепляем тоненьким флизелином при помощи термообработки. После того, как мы соединили утюгом флизелин с флисом, мы складываем лицевой стороной и переносим выкройку на ткань при помощи любого удобного для вас карандаша по ткани или твердого карандаша, или специальных ручек. Обращаю ваше внимание на то, как мы будем прокладывать машинную строчку. Проходим по контуру, вот в этих местах мы оставляем, не зашиваем. И здесь аналогично, это у нас будет отверстие для ушей. Проходим полностью по контуру, замыкая строчку. Вот здесь мы сделаем разрез, через который мы будем выворачивать. Хочу показать мою строчку. Вот в этом месте у меня закрепочка. Здесь тоже эту ниточку я не обрезаю. Не рекомендую ее обрезать. Вот так выглядит у меня заготовка. И сейчас мы ее будем вырезать. Вот такая у нас получилась заготовка. Эту дырочку мы сейчас зашьем. Итак, для панды я буду использовать смешанную технику, текстильная игрушка, но буду применять еще технику валяния. То есть тонировать ножки, рисовать глазки я буду шерстью. Для этого нам понадобится, конечно же, игла для валяния, подушечка любая и огромное желание это сделать. Я думаю, даже начинающие это смогут сделать. И, возможно, эту идею вы сможете взять на какие-нибудь свои интересные новые проекты. Ну что, приступим.
Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. Как вы видите, у нас тут все привалялось. Такие ножки. Конечно, немножко здесь сложное место, но главное не спешить, аккуратненько все привалять. Итак, нам нужна подушечка и черная шерсть кардачоса. Мы берем вот такие два шарика, делаем приблизительно одинаковые, и начинаем приваливать на мочалочку, делая такой кружочек. После того, как мы сделали вот такие два блинчика, нам нужно немножечко оформить вот этот край. Для этого я буду использовать иголку для валяния и очень аккуратно проходиться по контуру. Вот такое ушко должно у нас получиться около 2 сантиметров. И еще маленький лайфхак. Как еще можно сделать более безопасно контур. Для этого я буду использовать вот такой материал. Это как подложка под ламинат. Ну, если у вас такого нет, можно использовать фоамиран толстый. Вам необходимо вырезать из этого кусочка 2 кружочка размером ушка. Это 2 сантиметра диаметра. Взять заготовку, которая у нас была на мочалке, складываем вот так вместе, и между этими кружочками мы аккуратненько проходим по контуру, чтобы не повредить руки и не поранить себя, потому что иглы для валяния, они очень острые и имеют зазубринки на кончике, поэтому очень больно ими раниться. А при помощи вот такого нехитрого способа все можно намного проще сделать, безопаснее. Обязательно следите за кругом и обязательно очень медленно и не спеша работаем иголкой. Сравниваем 2 ушка и корректируем слегка. Все, ушки готовы. Итак, друзья, теперь у нас на голове есть отверстия. Мы их еще раз проверяем. Я вот взяла пинцет круглым каким-нибудь предметом. И 2 кружочка — это ушки. Я вам расскажу, как я делаю. Очень просто. Для этого нам нужно взять иголочку с ниткой. Я взяла нитку толстую, джинсовую. Продеваем сквозь ушко одно, берем голову, вводим, выводим с этой стороны, вот так. Второе нанизываем ушко, нанизали. И просто выводим в это же отверстие. Просто выводим. Необходимо связать нитку. Все, у нас как бы зафиксировались ушки. Теперь мы вот эту ниточку можем спрятать вовнутрь, даже ее не обрезая. Теперь при помощи пинцета мы часть ушка прячем в наше отверстие. Я хотела показать именно такой способ. Конечно, уши можно привалять, но мне показалось, что, наверное, это будет более сложно. А этот способ очень простой, и каждый сможет это сделать. И получится очень хорошо. Ну и для полной такой фиксации
Я использую клей для ткани. Еще я его называю клей для страз. Мы вот эти ушки слегка зафиксируем клеем с лицевой стороны и с изнаночной стороны, вернее со стороны спинки. Делаем такую же процедуру со вторым ухом. И таким образом у нас уши будут зафиксированы. При высыхании клей станет прозрачным, но он достаточно крепкий, и все работы будут очень аккуратные. Все, ушки готовы. Итак, теперь пришла очередь сделать пандочке ручки. Для этого нам нужно взять кусочек небольшой шерсти и закрутить вот в такой жгутик, такую колбаску. И на мочалке аккуратненько вот так вот ее привалять. Вот такая у нас получается колбаска, назовем ее так. Но после того, как мы еще пройдемся иголочкой, она станет меньше. Поэтому я ориентируюсь еще, так скажем, на глаз. Я делаю немножко ее потолще. Сейчас я вам попробую это в сантиметрах изобразить. Ну вот около 3 сантиметров у нас. А по длине 8. Где-то вот такой жгутик. И сейчас мы начнем. Итак, у нас получается вот такая уже колбаска. Она 5,5 сантиметров. И шириной вот около 2. По плотности вы должны сами регулировать. Если вы хотите плотнее, значит еще дольше надо провалять. Если вам нравится мягенькая, значит оставляйте мягенькое. Еще можно ее вот так вот помассировать. Она тогда еще более такую форму гладкую приобретает. И теперь нам нужно сделать точно такую вторую. Итак, смотрим, какие ручки у нас получились в итоге. Длина ручки 5 сантиметров, 5,5 слегка, и ширина около 2. Такие 2 колбаски или 2 кокона, кому как нравится, наверное, 2 кокона пусть будет. И остался нам хвостик. Для хвостика я буду использовать белую шерсть. У панды хвостик не кругленький, а такой продолговатый, поэтому нам нужно из шерсти сделать подобный хвостик, форму этого хвостика, и тоже увалять иголочкой, вот где-то вот так. Итак, давайте посмотрим, какой у нас хвостик получился. В общей сложности 4 сантиметра и по ширине 1,5. Обязательно я хочу обратить ваше внимание, когда вы будете валять на подушке, валяйте на чистой подушке, потому что черная шерсть берется на белую и очень видно. Так что возьмите это обязательно на вооружение. Итак, теперь нам нужно зафиксировать хвостик на панде. Я воспользуюсь вот таким шилом. В месте, где у нас черная шерсть, мы проходимся, делаем отверстие. То есть я шило ввожу вот так. До самого широкого отверстия. Вот у нас появилось отверстие. У кого нет шила, можно, конечно же, сделать ножничками. И после этого нам необходимо вставить хвостик. Так, хвостик готов. Теперь нам нужно пришить ручки. Для этого я возьму ниточку с иголочкой и зафиксирую ручки на панде.
Итак, друзья, сердечко я украсила бантиком из рафии и вот такой красивой подвесочкой. Бантик я приклеила на термоклей, а глазки и носик я буду клеить на клей для страз, мой любимый клей. Ставим точечки. Такая мордашка у нас получается замечательная. Здесь у нас тоже клей. Все это подклеится, станет прозрачным. Ждем полного высыхания клея. Приклеиваем крылышки на термоклей. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такие прекрасные панды у нас с вами получились. Я надеюсь, вам понравилась моя смешанная техника. И я надеюсь, что вы обязательно себе сошьете вот этих красавчиков. Я вас очень благодарю за внимание, за просмотры. Я читаю ваши комментарии и обязательно возьму во внимание ваши идеи по поводу новых персонажей вот в таком по одной выкройке. У меня уже есть мысли, есть новые техники. Я думаю, что обязательно я вам это все расскажу и покажу в ближайшем будущем. Всем, кто досмотрел это видео до конца, я вам очень благодарна. И, конечно же, я всех приглашаю на свой канал, кто не подписан. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Конечно же, я всех буду рада приветствовать у себя на канале и делитесь моим видео. Всем хорошего и прекрасного настроения и до новых встреч. Всем пока-пока.